Приветствую, друзья! Какое-то время назад я был буквально очарован наушниками Hive 2 от компании T-Audio. Однако продлилось это ровно до того момента, пока не послушал Hive 4. Сегодня же нам предстоит познакомиться с одним из лучших их творений – Oracle MK3 вариации 2024 года. Это тоже гибридные внутриканальные наушники, однако внутри у них трудится два хитро расположенных динамика, две балансные арматуры и два электростатических драйвера производства Sonion. По звуку это сплошное наслаждение, причем в его пиковом эквиваленте. О них сегодня подробно и поговорим. Поехали! Приходит модель в просто гигантской картонной коробке с указанием, что это студийные мониторы на трех типах излучателей, включая электростатические. В комплекте шел простенький бокс, тряпочка для ухода за наушниками, пенки и набор предельно простых силиконовых амбушюр. Вместо них я лично использовал КБ-07. Кабель на вид приятный, он толстый, витой, с системой из сменных штекеров и сопротивлением на каждый из жил по 14 сотых Ома. Менять такой точно не нужно. Чашечки полностью из гипоаллергенной смолы с металлическим звуководом, отверстием для компенсации, направленным вперед, серийным номером и интересно так оформленной внешней частью. Смотрится это дорого, сидят они удобно, да и тактильно, ну просто экстаз. Вот так, друзья, это все и выглядит. На измерениях у нас стандартный по скорости затухания импульс, незначительные расхождения между каналами и искажения в пике, достигающие всего 0,6%, что просто великолепно. Фаза нормальная, а водопады на 30 и 60 дБ вы можете видеть на своих экранах. По АЧХ же мы имеем подъем низких частот на 9 дБ, предельно ровную нижнюю середину, почти ювелирный подъем на области разборчивости, еще одна ровная плата до 8,5 кГц и максимально протяженные верха диапазона. Настолько комфортной кривой я, признаться, давно уже не встречал. Как видите, это очень похоже на флагманский Yangin Moonlight и слива SLT-6 в состоянии 2.0. Любые комментарии, на мой взгляд, излишни. Главное, что меня буквально поразило в данных наушниках, это их подробность с прекрасно переданной микродинамикой, масштаб, сбалансированность и очень грамотная система построения образов. Они и чистые, аж до прозрачности, и насыщенные одновременно. Бас слегка теплый, текстурный, с серьезной такой глубиной, упругим толчком и естественным распределением. Он не лезет на передний план, не пытается доминировать или излишне украшать собой звучание. То есть баланс и гармония во всем. Середина столь же хороша, с легким аналоговым налетом, выразительностью, достойной артикуляцией, мелодикой и той самой магнетичностью. Оторваться от музыки в них совершенно невозможно. Верха также не доминируют, не подсвечиваются, не свистят, не ярчат и не содержат хоть какой-нибудь агрессии или грязи. При этом все шлейфы, перкуссионный рисунок и резонансы как на ладони. В сравнении с другой, не менее удачной моделью Tenzuneza, у нас куда богаче и натуральнее вся нижняя часть диапазона, чуть более комфортная и эмоциональная серединка и ровно такие же высокие частоты. Что, собственно, и неудивительно, поскольку там тоже используется электростатический драйвер от Sonion.
Да, Неза на слух чуть резче и четче, но из-за отсутствия глубины у баса звук не такой сбалансированный и живой. Для чего-то электронного и скоростного из металла, на мой взгляд, лучше подойдут Неза. Ну а для симфонической, джазовой, вокально ориентированной или живой музыки Oracle MK3. Кроме того, герои нашего сегодняшнего обзора дают более бархатное, массивное и до наслаждения изысканное звучание с лучшей передачей всяких оттенков и тонкостей. Без сомнения, круто было там и там, но в обоих случаях совершенно по-разному. Let's Show и Mystic 8 в сравнении с Oracle MK3 24 года тембрально тоньше, примерно как Neza, столь же хорошо сбалансированы и тоже ориентированы на передачу всяких микрооттенков. Да, не такие сладкие, как Neza, зато естественные и артистичные. Эмоции во всех этих трех моделях буквально зашкаливают. Прекрасная передача пространства сцены в глубину, невероятное разрешение и отличная голографичность. В этом сегменте все это уже база. Ну и дабы вас порадовать, добавил сравнение и несколько решений за плюс-минус $200. К сожалению, все они оказались грубее, с легкими, но нарушениями баланса, упрощениями и кучей допущений. То есть вообще не уровень Neza, Mystic 8 или Oracle MK3. Последним, кстати, не нужно сколь-либо серьезное усиление, но раскрытие лучше, если мощности с запасом. Плюс уровень всей цепочки должен более-менее соответствовать. Другим очень важным моментом в МК3 2024 года я лично считаю передачу эмоционального состояния и, конечно же, вовлеченность в материал. В этом у них, на мой взгляд, почти нет конкурентов. Вокал не выпирает и не утоплен в произведении, как и положено, образуя с ним единое целое. Сцена на естественном от нас расстоянии. При этом прямо эффектности, как в случае с Leo SLT6, у Oracle MK3 нет. Масштаб здесь очень хорош, но без рекордов. В этом слива, на мой взгляд, зашли дальше всех. К согласованности тоже никаких вопросов. Даже напрягая свой немного тренированный слух, я не в силах найти ни единого перехода. Настолько все подогнано и согласовано. Да, на верхах, если вслушаться, есть соответствующий электростатическим драйверам призвук, однако вписали его идеально, словно так и должно быть. Добавить мне нечего, просто гениальная работа инженеров. Сплошное удовольствие, комфорт и глубочайшее аудиальное наслаждение. Шикарные наушники, очень рекомендую. Итогом модель T-Audio Oracle MK3 от 2024 года богато выглядят, удобно сидят, в меру компактные, шикарно согласованы по излучателям, почти не имеют искажений, с отличным модульным кабелем и настройкой АЧХ где-то на уровне искусства. Звучит модель масштабно, с экспрессией, легкой бархатистостью, реалистично переданными почти живыми образами, просто потрясающим разрешением, динамикой, передачей эмоциональной составляющей и вовлечением в материал. При этом все тембры тут имеют достоверный вес и объем, сцена прекрасно читается в ширину и глубину, а образы предельно точны, целостны, аудиально насыщены и просто идеально прорисованы со множеством всяких мелких оттенков и нюансов звукоизвлечения. Все изысканно и гармонично. Одни такие наушники вполне способны заменить собой целую коллекцию, собранную под разные жанры и разное настроение. Для студии, кстати, тоже очень рекомендую. Причем как для мониторинга, так и непосредственно для сведения. Просто топовый уровень. Я, друзья, в полнейшем восторге.
А у меня на этом все. Это была модель Qiaudio Oracle MK3 2024 года. Не забывайте про группы ВКонтакте и Телеграме, на которые обязательно нужно подписаться. Всем, друзья, добра!